Глава 5. Астрологическое значение смерти. Астрология раскрывает одну из величайших тайн жизни. Смерть всегда оставалась скрытой главой в книге эволюции человека. Эта тема была настолько ужасной, что люди даже называли смерть королем ужасов. С другой стороны, есть много оккультистов, которые снова и снова подчеркивают, что смерть подобна сну, и каждый человек умирает несколько раз даже в течение одного воплощения. Древнеиндийская философия, неотъемлемой частью которой является астрология, дает очень всеобъемлющую схему оценки человека, которая решает многие загадки, ставящие в тупик современный и так называемый научный ум. Понимание проблемы смерти, которая была очень подробно исследована нашими древними мудрецами, не только позволит нам иметь сбалансированный взгляд на различные проблемы повседневного существования, но и поможет сделать разумные прогнозы относительно будущего человека. Существуют различные виды смерти. Помимо того факта, что переживание какой-либо сильной боли полностью разрушает эмоциональную жизнь человека, и он начинает перестраивать свою жизнь по новому образцу, существуют и другие аспекты смерти, которые астрология принимает во внимание. Например, может иметь место детская смертность, когда воплощающееся эго, еще не выйдя на обширную арену жизни, отступает и начинает жить своей жизнью в нефизических сферах. С другой стороны, может наступить смерть человека, который, прожив насыщенную жизнь, умирает после продолжительных страданий и в конце концов испускает последний вздох на коленях у своих близких. Подобно внезапной смерти Шри Балавантрая Мехты, человек может быть застрелен врагом в расцвете сил, когда цветы жизни только распускаются, и таким образом эго может покинуть физическую оболочку. Каждый человек знает о многих обстоятельствах, при которых наступает физическая смерть. Мы не хотим обсуждать здесь оккультное значение различных типов предсказаний смерти и то, как они помогают эволюции эго в осознании божественной сущности жизни. Но то, что мы намерены здесь сделать, это вкратце указать на взаимосвязь между натальной картой и различными аспектами смерти. В индийской философии смерть рассматривается как событие в жизни. Она подобна рождению, браку, получению средств к существованию, паломничеству, появлению детей и тому подобное. В Шримад Бхагавадгите четко проводится различие между жизнью и смертью. Первое – это вечный аспект существования, изначальная сущность, постоянная связь между конечным и переходящим. Никакое оружие не может ни убить его, ни даже поджечь. Смерть, согласно Господу Кришне, это всего лишь глава в вечной драме жизни, и мудрые не скорбят по этому поводу. Следует отметить, что астрология придает смерти небольшое значение, чем любому другому аспекту существования. Немаловажно, что значительное значение, которое придается смерти смертных, в астрологии принижается. Астролог никогда не скорбит о смерти. Он рассматривает ее просто как акт божественного провидения. Есть два аспекта жизни. Первый, который вечен, постоянен и продолжается во время странствия души через разнообразные переживания. И второй, который отличает одну жизнь от другой в серии перевоплощений. Последнее – это смерть. Но какова цель воплощений? Воплощающаяся душа должна усвоить в жизни много уроков и отработать груз кармы, накопленный за нескольких воплощений. Существует большая вероятность того, что человеку может быть дано несколько фундаментальных уроков, которые он должен усвоить за одну жизнь. В этом случае, хотя каждый раз, когда ему дается новый урок, может и не обрываться нить, соединяющая переходящую часть индивидуума с его вечным двойником, но его жизнь может разрываться на части, и он может чувствовать, что каждый раз должен начинать жить заново. Не следует ли нам рассматривать все это как разные виды смерти, с которыми приходится сталкиваться человеку? Причины и обстоятельства каждой смерти не обязательно должны быть одинаковыми. Преподобный Чарльз Ледбитер в своей книге «По ту сторону смерти» приводит различные примеры того факта, что умирающее эго не разрывает все свои связи с физическим миром. Оно должно продолжать свое путешествие вперед, но арена его деятельности в значительной степени остается в нашем физическом мире. Джеффри Ходсон в своей книге «Чудо рождения» описал, как ангельские проводники проявляют особую заботу во время рождения ребенка, чтобы чудесное явление рождения человеческого тела происходило в согласии с универсальными силами космической эволюции, кармическими силами, порождаемыми перевоплощаемся эго и особыми потребностями его роста. Астрологические карты, изображающие звездное созвездие, на самом деле отражают это уникальное решение Высшего, которое заложено в душе перевоплощающегося эго. Рождение, так же как и смерть, являются игровыми площадками великого множества оккультных сил. Недавно доктор Кейси попытался показать, что каждое событие в жизни связано с историческим прошлым человека, охватывающим множество его жизней. Эдгар Кейси был практикующим врачом, но его выводы о ясновидении были чрезвычайно увлекательными с оккультной точки зрения. Он мог установить связь между определенными заболеваниями, а также приятными и неприятными событиями жизни, с прошлыми упущениями и поручениями человека.
Даже современные западные исследователи предполагают, что великие законы природы, действия вечности, кармы и перевоплощения являются жизненными фактами, которые необходимо принимать во внимание при оценке хода человеческой жизни. Говорят, что нет большой разницы между состоянием сна и смертью. В момент смерти пуповина, соединяющая физические и астральные тела, разрывается, тогда как во время сна они остаются связанными. Другие переживания души во время сна во многом такие же или, по крайней мере, сходные. Важной особенностью сна, как и смерти, является то, что они представляют собой нечто неосязаемое. Именно из-за этого скрытого аспекта смерти восьмой дом натальной карты, представляющий скрытые аспекты жизни человека, используется для предсказания смерти. Но есть несколько других домов, которые также очень важны для познания сверхфизической жизни эго. Например, всем известно, что первый, второй, седьмой и 12 дома также оказывают большое влияние на этот аспект личности. Но почему все эти дома олицетворяют саму жизненную силу, сущность личности, богатство, речь и свет очей, калатру, партнер по браку, расточительные поступки и сфера сверхфизических сущностей, связанных со смертью, принимаются во внимание, означает ли смерть конец всему? С точки зрения астрологии, смерть имеет большое значение, а общая сила диаграммы оценивается по отношению к первому дому. Даже продолжительность жизни, общий статус индивидуума, его потенциальные возможности, его жизненный подъем и все, что связано с жизненной силой, рассматриваются в первую очередь в связи с первым домом. Не следует забывать, что первый дом – это пятый от девятого, что подразумевает, что жизнь индивидуума – это результат потомства, отпрыска его собственной пуни прошлого, то есть астрология начинается с предположения, что настоящая жизнь индивидуума всегда находится в лоне его прошлого. Количество праны, силы, с которой человек живет и движется на этой земле, распределяется в момент его рождения в результате его прошлых поступков. Таким образом, первый дом приобретает смысл. Если бы сама жизненная сила была очень ограничена, то независимо от того, насколько укреплены другие дома, жизнь индивидуума была бы недолгой. Седьмой дом очень тесно связан с вопросом смерти. Этот дом также считается домом супружеского счастья. Нужно оценить тот факт, что индуистская философия рассматривала жизнь как проявление двух полярностей – Пуруши и Пракрити, позитивной и негативной сил проявления. Если первый дом представляет Пурушу, элемент творения, то седьмой обозначает элемент Пракрити. Пракрити – это врожденная, встроенная жизненная энергия. Пуруша – это энергия в движении, выражение духа в материи. В феномене брака вступает в действие этот космический принцип. Мужчина выражает себя через свою жену. Господь Шива для проявления своих творческих способностей нуждается в Парвати, матери мира. В то же время количество жизненной силы, изначально представленное индивидууму в момент его рождения в соответствии с действием седьмого дома, рассеивается. Когда вся энергия, с которой он был рожден, завершает свои созидательные функции, физическая жизнь человека угасает, он переходит в следующую сферу проявления на высшие планы творения. Восьмой дом представляет область, куда душа отправляется после смерти, план нефизического существования. Этот дом можно рассматривать как место, где можно рассмотреть путешествие души в астральном мире, что означает природу смерти и переживания, связанных с ней. 12-й дом – это пятый по счету от восьмого дома. Оккультные исследования показывают, что достижение души в течение двух промежуточных рождений зависит не только от количества и интенсивности жизни, прожитой на этом физическом плане, но и от опыта, полученного в астральном мире. Душа очень активна на астральном плане. Нам говорят, что невидимые помощники встречают нас на пороге смерти. В этой области проходит множество таинственных церемоний. В результате всего этого определяется духовная высота, достигнутая эго. Второй дом также считается марака или домом, приносящим смерть. Но тот факт, что этот дом также указывает на наследство и богатство человека, дает нам ключ к разгадке тайны. Мы получаем много денег, потому что в течение наших прошлых воплощений мы совершали благотворительные поступки, а человек все еще привязан к своему физическому имуществу. Второй – это один из домов майи, иллюзий. Для освобождения души необходимо разорвать узы иллюзий. Жизнь индивидуума, первый дом, зависящая от материальных благ, второй дом, и духовных сил, таких как посвящение, таинственные союзы с оккультными школами и так далее, 12-й дом определяет ход асцендента. По этой причине второй и 12-й дома становятся важными для определения продолжительности воплощения эго в этом мире. Здесь мы не рассмотрели многие важные аспекты смерти, которые можно было бы уместно обсудить в данном контексте, но мы ограничились лишь несколькими аспектами проблемы. Здесь мы попытались показать, что смерть – это не конец для души. Это просто событие, подобное любому другому событию в жизни. Смерть наступает в результате истощения количества жизненной силы, полученного в момент рождения, представленного первым домом. После смерти начинается новое нефизическое существование индивидуума, на которое указывает восьмой дом. В период между двумя перевоплощениями происходит много творческой оккультной деятельности, 12-й дом.